Приветствуем всех на второй серии доминиканского сериала. Это ярмарка Святого Доминика в Гданьске, Польша. Кто не успел посмотреть начало, ссылочку на первую серию вы найдете в описании. А мы продолжаем путешествие в огромном океане фарфора Европы. Приглашаем всех! Будет интересно! Сонетки в хорошем состоянии, что-то около 45 евро. Красотка лампа Тиффани, вот промелькнула шкатулка Карл Энс с розами. Роза битая, и шкатулка стоит 23 евро. Любимые в Польше английские сервизы, такие в рустикальном стиле. В очередной раз были свидетелями того, что местные поляки покупают фарфор охотно и не торгуясь, что, конечно, очень портит нам всю малину. В одном из шатров наблюдали такую сценку. Молодой пан насмотрел чашки Розенталь с котятами, и продавец озвучил, если мы правильно помним, 200 евро. «Ой, как дешево!» — сказал молодой пан. «Заверните 2». Мы были ошарашены. Продавец тоже переспросил: «Вы хотите купить?» «Да-да», — легко сказал покупатель. И вот как, скажите, после такого торговаться с продавцом? Очень сложно. Много картин в различных жанрах. Прекрасное трио декорировано Рудольфом Вехтером. Шикарная золотая цировка. Уже рассматривали для покупки, но вовремя заметили царапины на черном крытье. Кстати, в таком декоре у нас была мока-пара. Кстати, о Розенталь. Посмотрите, какую красотку мы встретили. Помпадур в шикарном сочетании голубого с золотом, как солнце и небо Италии. Вы же помните, что Розенталь сейчас принадлежит итальянскому концерну? Ссылочку на видео из магазина Розенталь будет в описании. Заходите, смотрите, там очень много красоты. А эта красотка Помпадур стоит 152 евро. Как говорится в стиле барокко, много золота не бывает. И чем больше, тем лучше. Роскошная золотая цировка. Это тоже Розенталь Помпадур. И это трио стоит 200 евро. Помните, в первой серии доминиканского сериала мы показывали вам красавец-сервиз Краутхайм с такими незабываемыми носиками, лебедями на чайниках. Увидели похожий по стилистике сервиз от Ваймар. Старое клеймо, сервиз 13 чашек, из них, к сожалению, 2 со сколами. Немного дешевле, но сервиз-то с дефектами. Какая же изумительная форма. Маленькое отступление, не можем не показать вам это чудо. Давайте полюбуемся с вами вместе. В подобной стилистике, где многоугольные части выделены золотом, 2 сервиза есть. Meissen X-Form. Недавно мы показывали его в видео об аукционе. Ссылку вы найдете в описании. Чашка с блюдцем из сервиза X-Form Meissen. И еще один сервиз, в который просто невозможно не влюбиться. Сейчас, как мы заметили, уже редко можно увидеть в продаже, но недавно попался нам на одной из интернет-площадок за 790 евро. Это сервиз Афина от Фюрстенберг. Причем всплывала информация, что только один чайник, вот этот красавчик, цена на него доходит
на 1 чайник до 840 евро. 4 благородных сервиза в стиле ар-деко. А какой из сервизов вам нравится больше? Многие продавцы подготовились основательно, с большим ассортиментом и с мощной рекламой. Вот, например, такой павильон. Было неожиданно увидеть в Гданьске на ярмарке пару, чашку и блюдце от Ломоносова. Конечно, самый известный и любимый декор европейцев – это кобальтовая сетка. А вот эта красота – творение легенды Ленинградского фарфорового завода художника Алексея Воробьевского. Рисунок «Весна золотая». Цена этой пары на ярмарке 117 евро. Мы недавно делали видео об этом прославленном мастере. Кто еще не смотрел, ссылочку вы можете найти в описании. У него восхитительной красоты работы. Но вы не думайте, что ярмарка Святого Доминика в Гданьске – это только про фарфор. Конечно же нет. И самое вкусное, как говорится, мы оставим на десерт, то есть на 3-ю серию доминиканского сериала. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить самое интересное.